Крупнейшее сухопутное наступление началось, колонны техники двинулись вперед, пехота пошла в атаку, заявление военных. 6 волн ударов, удар из флота, приказ на ответ. Военное командование предупреждает под ударом ядерные объекты Израиля и Ирана. Команда Трампа экстренно работает над сценарием переговоров с Тегераном. Озвучены 3 варианта завершения войны. Один из них – капитуляция. Вторжение в небо Америки, цель – стратегическая авиация США, налет на базу с американскими Б-52, провал ПВО, объявление режима изоляции и новый удар по F-16. Легендарный железный купол, маркетинговый ход, критика известнейшей противоракетной системы Израиля. Улицы столицы парализованы, массовые протесты. Что происходит? Покушение на главу правительства, бунт российских военных в соцсетях, что продолжают требовать от Путина, и как Трамп поддержал Орбана, оказавшегося под прицелом. Об этом и не только, досмотрите. Друзья, всем привет, это «Время Прядко», коротко, четко и по делу о том, о чем говорят в мире. Спасибо вам большое за поддержку, я начинаю, а дата выпуска здесь. Орбан заручается поддержкой Трампа. В рамках своей агит-кампании он устроил в Будапеште 5-ю американскую консервативную конференцию. К ней присоединился даже Трамп, но формально он прислал видеообращение. В ролике президент США не скупился на похвалы в адрес Орбана и заявил, что он за него на выборах. «Вы должны понять, что он, Орбан, все время побеждает», — сказал Трамп. «Это общая черта всех нас. Мы все хотим побеждать. Справедливо, на равных условиях, но победить решительно». Орбан сделал еще больше реверансов в сторону США. По словам венгерского премьера, победа Трампа на президентских выборах сделала мир лучше. В мире происходит огромная правая перестройка, эпицентром которой являются США, а Венгрия – форпост Европы, подчеркнул Орбан. При этом на конференции снова прозвучало, что Брюссель и Киев давят на Будапешт. Брюссельская атака отбита, считает Орбан. Теперь остается только отражать украинскую нефтяную блокаду, прозвучало на конференции. Брюссель создал крупнейший экономический коллапс Европы, и даже после этого Брюссель все еще ставит не Европу на первое место, а сейчас Украину. Брюссель не представляет интересы европейцев, а интересы президента Украины. США хотят мира, а Брюссель и Киев хотят продолжать войну. При этом в Будапеште опять звучат заявления о том, что Киев собирается атаковать турецкий поток. Если это произойдет, заявляет Венгрия, это будет расценено как нападение на страну НАТО со всеми вытекающими из этого последствиями для Киева, заявил глава канцелярии Орбана. Слив данных, утечка с самых верхов. В ЕС завелся крот, который годами сливал закрытую информацию Кремлю. Об этом пишет издание «Вашингтон-Пост», называя главу МИД Венгрии Сиярта человеком, который регулярно рассказывал своему российскому коллеге Лаврову о решениях, принятых на заседаниях ЕС. Издание пишет, что это были телефонные оперативные отчеты о том, что обсуждалось, а также возможные решения по тем или иным вопросам. Благодаря таким звонкам, по сути, на каждой встрече ЕС на протяжении многих лет за столом присутствовала Москва, говорится в публикации. Сиярта совершил 16 официальных визитов в Москву с начала полномасштабной войны, последний раз 4 марта. Тогда он встретился с Путиным. Вот о чем еще говорится в материале. Министр иностранных дел Петер Сиярта регулярно совершал телефонные звонки во время перерывов на встречах ЕС, чтобы предоставлять своему российскому коллеге Сергею Лаврову оперативные отчеты о том, что обсуждалось, а также возможные решения, сообщил один из европейских чиновников по безопасности. Сиярта пока не комментировал обвинения в свой адрес, а лидер венгерской оппозиции Мадьяр назвал главу МИД предателем Венгрии. Этот человек предал не только свою страну, но и Европу, заявил он во время выступления перед своими сторонниками. Удар для американской ПВО. Неизвестные дроны добрались до стратегической авиации США над базой Барксдейл в Луизиане, одним из ключевых узлов американской ядерной авиации, местом, где расположены десятки самолетов Б-52. Несколько дней подряд работали группы неизвестных дронов. Ни один аппарат, не случайный пролет, а координированные волны по 12-15 единиц, заходящие прямо в сердце стратегического объекта. Информация об этом была слита американским медиа. Полеты проходили над летным полем, где стоят Б-52 носители ядерного оружия. Дроны демонстрировали устойчивость к подавлению, работали на дальнем управлении и, судя по всему, действовали по заранее спланированному маршруту.
Израилю. Пресса намекает на разведку перед возможным ударом по стратегической авиации Америки, а удар по таким объектам – это попытка ослепить и ослабить стратегические силы страны. Инцидент вызвал срочный режим изоляции и тревогу на уровне национальной безопасности. Конфиденциальный документ указывает, что вторжение беспилотников на базу представляют значительную угрозу общественной безопасности и национальной безопасности, поскольку требуют закрытия взлетно-посадочной полосы, а также ставят под риск пилотируемые самолеты, уже находящиеся в воздухе в этом районе. Издание Independent также уточняет, что это не первый случай с начала новой войны на Ближнем Востоке. Ранее неизвестные дроны уже появлялись над военными объектами в Вашингтоне, включая район, где проживает высшее руководство США. А о точном ударе по авиации Израиля заявляет тем временем Иран. СИРУ уверяет, уничтожен третий за 3 недели F-16 ВВС Израиля в небе над Ираном во время спецмиссии. В заявлении Тегерана говорится, что такой успех – это системная работа сил Ирана. Цитирую. Успешное обнаружение, сопровождение и уничтожение более 200 воздушных целей, включая беспилотники, крылатые ракеты, самолеты-заправщики и сверхсовременные истребители противника в первые 3 недели войны, свидетельствуют о повышении возможностей обнаружения и перехвата агрессоров в небе Ирана и региона, а также об укреплении щита противовоздушной обороны страны. Израиль при этом не признает потерю F-16, однако подтверждает факт того, что за истребителем охотились силы Ирана. Иран обрушил на Израиль 6 волн ракетных ударов, и главный удар пришелся по югу, в район Димона, где находится ядерный объект. Сирены, перехваты и падение обломков. Ракеты били по нескольким точкам. Один из ударов привел к обрушению здания. В итоге десятки раненых, включая людей в убежище, пишет израильская пресса. Кадры прилетов и разрушений также массово расходятся по сети. Спустя некоторое время второй баллистический удар был нанесен по городу Арат. Ракета с полутонной боеголовкой. Количество пострадавших приближается к 100. Цахал начал расследование, почему ракеты не были перехвачены, а Нетаньяху заявил, что это тяжелейший вечер в борьбе за будущее Израиля. Перед этой мощной атакой США и Израиль ударили по ядерному объекту в Натанзе, а Организация по атомной энергии Ирана назвала такой удар нарушением международных законов и обязательств, включая договор о нераспространении ядерного оружия. При этом Тегеран уверяет, корпус стражей исламской революции переходит к новой наступательной тактике для изматывания сил противника в новой волне ударов. Иран заявил, что небо Израиля беззащитно, и уверяет, что был нанесен удар с флота. В заявлении, опубликованном в субботу, КСИР поздравил с праздником Ураза-Байрам и Персидским Новым годом и выразил гордость за нанесение первого огненного удара по ослабленному израильскому режиму и американским террористическим силам на рассвете иранского Нового года. Известный израильский железный купол, система противоракетной обороны – это про маркетинг. О том, что система несовершенна и не особо защищает Израиль от нынешних атак, заявил посол Украины в Израиле Корнейчук. Фактически он дал понять, что легендарное израильское ПВО не справляется с новыми типами угроз. Израиль — это во многом про маркетинг. Их ПВО изначально создавалось под самодельные ракеты. Трудно сказать, как она справляется сейчас, но уровень поражений, особенно от баллистики, примерно сопоставим с Украиной. Я рад, что благодаря нашей работе как минимум 3 системы Patriot, которые более 20 лет стояли на дежурстве в Израиле, сейчас находятся в Украине. США их забрали, отремонтировали и передали нам. Израиль заявляет при этом, что уменьшил баллистический потенциал Ирана и нанес удар по местам производства ракет, а также по системам ПВО, говорится в официальном заявлении Цахал. Цитирую. Цахал продолжит расширять удары по объектам производства вооружений режима с целью снижения его возможности продвигать программу баллистических ракет, которая представляет прямую угрозу государству Израиль. Главное и самое мощное оружие Тегерана не ракеты, а готовность идти на максимальную эскалацию, жертвуя экономикой всего Персидского залива и играя на страхе противников. Об этом пишет The Guardian. Нефть взлетает, базы под ударами, Ормуз на грани, а США, Израиль и Европа все больше расходятся в целях и не понимают, как остановить процесс, пишет издание. Уточняю, что сейчас есть всего 3 варианта, как закончится эта война. Также процитирую. Есть 3 варианта. Долгий и затяжной конфликт, заканчивающийся капитуляцией Ирана, одностороннее объявление победы Трампом или соглашение, большое или малое, региональное или двустороннее, широкое или узкое, которое прекратит бои. В
Команда Трампа уже прорабатывает сценарий переговоров с Ираном, хотя война еще даже не закончилась, об этом пишет издание Axios. Вашингтон готовит жесткий ультиматум. Переговоры пройдут через посредников, а США параллельно пытаются понять, кто вообще реально принимает решения в Иране. Ведь до сих пор новый лидер Маджтаба Хаменеи не появился на публике. Однако накануне стало понятно, что он действительно жив, ведь ряд иранских чиновников хотят с ним встречи, но пока это невозможно из соображений безопасности, пишет издание, ссылаясь на данные американской разведки. А нынешние действия команды Трампа фактически выглядят как подготовка к сделке, где ставки остаются максимально высокими. Посланники Трампа Джаред Кушнер и Стив Уитков участвуют в обсуждениях вокруг потенциальной дипломатии, говорят источники. Любое соглашение о завершении войны должно включать открытие Ормузского пролива, решение вопроса о запасах высокообогащенного урана Ирана и также установление долгосрочного соглашения по ядерной программе Ирана, баллистическим ракетам и поддержке прокси-сил в регионе. Axios при этом пишет, что требования Ирана включают прекращение огня, гарантии, что война не возобновится в будущем, и компенсации. Крупнейшее механизированное сухопутное наступление началось. Колонны техники двинулись вперед. Россия атаковала украинские позиции сразу с 7 направлений. Об этом уже заявляют украинские военные. Наземная операция началась ранним утром. Более 1500 пехотинцев, 28 единиц бронетехники, свыше 100 единиц мототехники, багги и квадроциклы. Все это пошло в наступление волнами. Ставка была на скорость и давление. Россия попыталась устроить масштабный прорыв, заявляют ВСУ. При этом ВСУ уверяют, прорваться дальше у сил ВС РФ не удалось. В 3-й штурмовой бригаде уверяют, что удары по колоннам наносились дронами, а о подготовке наступления было известно заранее. 1,5 месяца мы наблюдали признаки подготовки наступления. Россияне наращивали удары кабами по нашим переправам через Оскол, пытаясь перерезать логистику. Начали наводить собственные понтонные переправы и разминировать маршруты. Это прямо указывало на подготовку к широкомасштабному механизированному наступлению. Российская Минобороны при этом сообщает об ударах по позициям ВСУ и уничтожении пунктов управления ВСУ в Запорожской области. Еще одной обсуждаемой темой в российском медиаполе также стала окончательная потеря силами России Купянска. Российские Z-блогеры и военкоры написали о том, что военные РФ, которые около сотни дней находились в окружении в городе, выйти не смогли. Все погибли, но официально об этом в военном ведомстве РФ никто не заявил. Но этот их подвиг официально вряд ли будет признан, потому что официально сражались они как бы и не в окружении, да и сражались ли вообще, ведь их позиции как бы даже сейчас на картах у нас в тылу. За что тут награждать и ставить их подвиг в пример? Тем временем в России все громче недовольны военные и не ситуации на линии фронта. Причина в бездействии власти, которая ничего не делает, чтобы остановить истребление домашнего скота в Сибири. В сети продолжает набирать просмотры заявление военного РФ, который воевал в Украине. Антон Долженко говорит, что изъятие коснулось и его хозяйства. По словам военного, животных, которых хотят уничтожить, он купил на выплаты за ранения на фронте. В Новосибирской области федеральная и региональная выплата за ранения составляют суммарно до 4 миллионов рублей, отмечает BBC. В видеообращении Долженко заявляет, что сомневается в законности забоя скота и просит все инстанции разобраться в данной ситуации. Ко мне пришли люди из администрации и вручили мне уведомление о том, что они собираются изъять мой скот, купленный на деньги, полученные за ранения. У моих животных, прошедших вакцинацию, даже не взяли анализы, поэтому подтверждения, что они больны, нет. Постановление губернатора я также не видел. Мне сказали, оно является секретным. Напомню, это уже не первое обращение военных РФ к Путину и другим органам власти. Недавно группа военных сибиряков, которые также воюют в Украине, просили, чтобы Москва наконец-то обратила внимание на проблему и защитила фермеров. Тем временем губернатор Новосибирской области рапортует о выплатах за изъятый скот. Деньги получили 113 семей. Всего выплачено более 40 миллионов рублей. Работа ведется ежедневно, даже по выходным, заявляют местные власти.
Улицы столицы перекрыты, город парализован. Массовые антиправительственные протесты охватили европейскую столицу. На улицы вышли около 250 тысяч человек. Закипает Чехия и главный город страны Прага. Граждане недовольны политикой премьера Бабиша. Есть опасность эрозии демократии и олигархизации общества, говорят протестующие. Главный девиз протеста «Не дадим украсть наше будущее». Участники шли с флагами Чехии, ЕС, НАТО и Украины, несли баннеры, критикующие действующее правительство, либо плакаты в поддержку президента Павела. Как пишут чешские СМИ, организовала многотысячный протест неправительственная организация «Миллион мгновений для демократии». По ее данным, чехи также выступают против сокращения бюджета на оборону, поскольку это приведет к снижению обороноспособности государства в случае потенциального нападения. Кроме того, организация обвиняет Минкульт Чехии и спикера парламента Акамуру в попытках национализации общественных СМИ. Я здесь, потому что не согласен с текущим курсом, заданным нынешним правительством. Это дорога в ад. Покушение на Орбана. В преддверии парламентских выборов в Венгрии ставки растут. В кампанию вмешалась Москва, которая очень переживает за падение рейтингов действующего премьера Венгрии, ключевого союзника Путина в ЕС и НАТО. Об этом сообщает Вашингтон-Пост, ссылаясь на внутренний отчет для службы внешней разведки РФ. В материале говорится, чтобы поднять доверие и рейтинг граждан к Орбану, Кремль планировал инсценировать покушение на премьера. Российские спецслужбы обсуждали такой радикальный сценарий под кодовым названием Game Changer – переломный момент, чтобы резко изменить ход кампании и перевести ее в эмоциональную плоскость безопасности и выживания. В качестве примера кейс Трампа в 2024 году. Даже неудавшееся покушение дало резкий скачок рейтингов. Если администрация Трампа ограничивается совместными выступлениями и осторожной поддержкой, вмешательство России может быть более прямым, говорится в материале. Некоторые западные чиновники считают, что Кремль намерен сохранить Орбана у власти, поскольку он неоднократно помогал Москве. Такой инцидент сместит восприятие кампании из рациональной плоскости социально-экономических вопросов в эмоциональную, где ключевыми темами станут государственная безопасность, стабильность и защита политической системы, написали оперативники в отчете, подготовленном для главного подразделения СВР. Позже у Орбана заявили, что статья Вашингтон-Пост – это фейк. Друзья, на этом все. Спасибо вам большое за поддержку. Как всегда, напомню, мне будет приятно, если вы оставите лайк, комментарий и сделаете репост. До встречи уже завтра.